Канал Валерия Табакова представляет редкоземельный стендап Путина и Трампа. Здравствуйте. Ну что, дамы и господа, маховик Оруэлла снова провернулся с оглушительным скрипом. И вот вам новость дня. Россия, оказывается, никогда и не думала воевать с Америкой. Нет, вы только вдумайтесь. Россия и Америка всегда были лучшими корешами. Держались за ручки, пели гимны под звездно-полосатым небом. Американцы такие милейшие партнеры, просто душки, что прямо-таки грех не отсыпать им горсточку российских природных богатств. Да-да, тех самых, о которых еще в 2023 году солнцеликий Владимир Владимирович грозно вещал, что Запад только и мечтает их захапать. Но вот наступил 2025, и концепция, как говорится, поменялась. Теперь это не грабеж, а дружеское барбекю с поеданием шашлыка. Просто прелесть, не находите? Назовем вещи своими именами. Это чистейшее безумие, достойное пера какого-нибудь Кафки, а не Оруэлла, которое в 2022 началось вторжением путиноидов в Украину, а теперь, значит, в 2025 году отнегативилось в новый нарратив. Оказывается, Соединенные Штаты – лучший друг, товарищ и брат, с которым надо срочно возродить экономические связи. И не просто возродить, а еще и сдобрить это дело щедрым подарком. Например, отвалить им Красноярский край, как сувенир на память. Ну а что? Для друга не жалко. Мы тут годами сравнивали путинскую Россию с 1984 Оруэлла, и, похоже, не зря. Владимир Владимирович не просто вдохновляется этой антиутопией, а взял ее как пошаговое руководство. Забыл только, что это была сатира, а не инструкция для великого геополитика. Ощущение такое, что он считает антиутопию с намеками на Советский Союз не как гиперболизированную метафору, а как прямую методичку по предмету «Как превратить страну в абсурд за 3 простых шага». Шаг первый. Глубокой ночью, после очередной встречи Макрона с Трампом, наш герой вылезает как черт из табакерки, прерывая новости. Ну а как же иначе? Нужен же драматический эффект. И с серьезным лицом начинает вещать. Мол, собрались мы тут по одному скромному поводу. Нужно обсудить редкоземельные металлы. И ничего особенного, просто совещание. И тут он типа: давайте-ка сократим наш оборонный бюджет. Штаты ведь такие надежные, просто цыпочки, с которыми нужно дружить и вместе копать наши металлы. Просто не речь, а диснеевская сказка про дружбу народов. А потом еще и добавляет, что Россия готова подарить американцам кусочек своей территории, ну или хотя бы для реализации на них суверенных американских проектов. Назвал какие-то суммы, что-то пообещал, тут алюминий, там титан, в общем, наплел с 3 короба, лишь бы возлюбленный Трамп улыбнулся голливудской улыбкой и похвалил хорошего мальчика Вовочку. Путин разбил свою речь на 2 акта, каждый из которых просто шедевр абсурда, от которого хочется одновременно и ликовать, и плакать. Первый акт о том, как российские территории теперь станут чуть ли не филиалом американских шахт. Обозначил какие-то суммы, что-то пробубнил про проекты, и то, что раньше он рисовал как хоррор в случае поражения России, теперь подал как триумфальную победу. Второй акт еще прекрасней. Мол, давайте отдадим американцам все за бесценок, потому что они такие суперовые. И это после того, как он годами толдычил, что война идет по плану, и именно для того,
чтобы такого не случилось. Получается, что трупы 250 тысяч российских солдат сгнили в украинской земле, сотни тысяч покалечены, экономика России в жопе, и все ради того, чтобы Трамп похлопал Вовочку по плечу и сказал «Good job, buddy». Браво, просто браво. Видимо, вся эта священная спецоперация нужна была лишь для того, чтобы редкоземельные металлы торжественно вручить американцам на блюдечке с голубой каемочкой. Кстати, тема про редкоземельные металлы – это отдельная комедия. Все эти разговоры – чистый, высосанный из пальца хайп. Почитайте западные экономические заметки, где давно разобрались, что это не стоящая выеденного яйца пустышка. Никакой реальности за этим просто нет. Это просто понты для приезжих. Но Путину, видать, по барабану. Он с упоением рассказывает, что пора, как завещал создатель Украины Ленин, делиться с американцами. С Украиной в этом есть хоть какая-то логика. Типа Штаты помогали оружием, деньгами в виде безвозмездных грантов. Правда, Трамп хочет больше, чем давал, а Зеленский на кабальные условия не подписывается, отстаивая свою страну. Но Россия... Какая логика в том, чтобы после невероятной победы отдать свои недра американцам? Это просто личное. Путин изо всех сил пытается радостно тявкнуть Трампу в позе верного щенка, виляя хвостиком. С образом ставшей с колен грозной сверхдержавы, перед которой дрожит мир, это как-то не вяжется. Скорее уж похоже на ломку Нарика, который распродает все подряд за гроши, лишь бы вернуть улетучившийся кайф. Когда ты заискиваешь перед дилером, пытаясь продать ему все, что можно, да еще и за бесценок, это не выглядит как поведение большой, сильной, независимой, суверенной страны. Зеленский, например, сказал Трампу твердое «нет» на его сделку, заявив, что не подпишет ничего, что загонит украинцев в кабалу на десятки поколений вперед. А Путин: да, берите, я даже думать не буду, еще и сам предложу. Вот его подход. Это довольно специфично, особенно когда всю последнюю неделю российская пропаганда на федеральных каналах покатывалась над Зеленским. Смотрите, ха-ха-ха, какой лошара! Он распродает Украину американцам, а потом бац, и Путин делает то же самое, но только с Россией. Причем те же металлы, которых якобы полно. На деле либо не существует их в нужных объемах, либо их разработка стоит бешеных денег. Это, как вы понимаете, еще не все. Во второй части своего выступления Пуйло намекнул, или не намекнул, на то, что американцы смогут копаться даже на захваченных украинских территориях. Это что, серьезно? Чтобы Штаты там хозяйничали, им придется признать эти земли российскими. А это такой геополитический кульбит, что даже избиратели Трампа от удивления подавятся попкорном. Это у мирового сообщества вызовет не просто недоумение, а шок с последствиями вплоть до бунта среди его собственных сторонников. Представьте, Трамп идет на поводу у Путина, а американские мага-фолловеры такие: что это было, Дональд? Короче, представить это сложно, но давайте будем честны. Что несут Путин и Трамп, это поток издевательств, слабо связанный с реальностью. Но российские зетники воспринимают это всерьез. А что им делать? Либо назвать Путина балаболом, а за такое можно и присесть, либо свято верить, что все это чистая правда. И вот тут вырисовывается проблема. Для зентников это фантасмагория, это реальный удар. Мы с кровью отвоевываем Донецкую область, кладем людей пачками, брали Киев и Львов за 3 дня. А теперь что? Все это вынь да отдай американцам? Примерно так звучит противный голос в их головах. И, видимо, не все готовы это проглотить.
проглотить этот плевок. Многие просто в шоке от путинских речей. Выглядит прямо публичным заискиванием, что в стиле Путина 1990-х, но не в 2020-х. Обычно он такие финты вначале согласовывал по телефону, чтобы нельзя было ткнуть носом. А тут на тебе, в прямом эфире. Как теперь объяснять солдатам, что их обливали мочой командиры в ямах, расстреливали за малейший промах, что они дохли пачками в мясных штурмах, и все ради того, чтобы Путин вел бизнес с американцами? И как после такого это будет продавать российская пропаганда? Пока что они мямлят что-то нечленораздельное. Вы типа все не так поняли, это Путин всех переиграл, но в ответ летят тонны дизлайков. Раньше вопрос был про то, что ни одной цели не достигнуто. Ни демилитаризация Украины, как ее рисовали пропаганда и Путин, ни Запорожье с Херсоном, не говоря уже про Киев и Львов. А теперь добавился новый. Мы что, еще и Штатам, так же как и китайцам, продались по дешевке или даже отдались за бесплатно? Это неожиданная поза для великого Пу. Большинству россиян, правда, уже плевать. Война надоела, цены бешеные, родные гибнут, лишь бы это закончилось. Хоть Крым отдай, хоть Калининград в придачу, им все равно. Но те, кто воевал, кто освещал эту войну, кто вложился в нее своей черной душой, для них это не просто вопрос, а нож в задницу. Им обещали величие, а в итоге подсунули дружбу с извечным врагом. Митинги или штурм Кремля? Нет. До этого, конечно, не дойдет. Кишка тонка. Но почва под Роспропагандой трещит. Потому что когда президент предает интересы страны, желание воевать испаряется. Z-каналы пишут: скоро договорняк, зачем идти на штурмы, если все сольют? Ради чего? Чтобы Путин распродал ресурсы американцам? А в ответ что? Тишина. Только поскрипывание извилин. До сих пор российские лидеры либо воевали с Западом, либо продавали ему страну. Взять, к примеру, Ельцина или там Горбачева. А вот совместить войну с распродажей – это чисто путинская инновация. Это не очень смешно, потому что пока Путин с Трампом разыгрывают этот стендап, защитники Украины, которые обороняют свою страну от путинского геноцида, реально умирают. Так же, как и дохнут российские солдаты, чей моральный дух и без того на нуле. Сначала Пу призывал уничтожить нацистскую верхушку в Киеве, а теперь вдруг говорит, что ничего против украинской государственности не имеет. Просто смена декораций. А что зетники? Часть молчит, не зная, как это комментировать. Другие в шоке. Мы воевали с Америкой, а теперь за нее. Два майора емко подвели итог. Проморгали, как война с Западом стала дружескими объятиями. Герман Садулаев орет: что за нафиг? Путин хочет копаться с Штатами на новых территориях. Романов Лайт язвит: печеньки в Москве раздавать выгоднее, чем на Майдане. Элитный резерв расписал: мир, группа в Нью-Йорке, 50% сокращения бюджетов, алюминий штатам, и назвал это договорняком. Алекс Паркер смеется: дед поплыл, даже в Украине теперь говорят. Анатолий Радов возмущается: а технику кто восстанавливать будет? Родина Хэт философствует: он всегда был барыгой, просто маски менялись. Пропаганда пока лепит от маски. Это не слив, это гениально, но Россия ржет и ставит клоунов. Оккупанты в окопах шепчутся: скоро договорняк, зачем умирать? Экономика в жопе, армия на костылях, а Путин несет чушь про партнерство. Даже патриарх со своим «все под контролем» выглядит как клоун. Зетники в агонии, народ устал. А вопрос «за что?» звучит все громче. Этот цирк еще не раз нас удивит. Занавес пока не падает. То ли еще будет, как пела незабываемая Аллочка Борисовна.
Но заключить сделки одновременно и с Путиным, и с Зеленским, просто поменяв риторику, похоже, что в конкурсе на лучшего продажника Трамп просто страстно желает перещеголять самого Зеленского. Удастся ли ему? Весь мир замер в ожидании чуда. Произойдет ли оно? С вами был юрист Валерий Табаков. До скорого.